Диагностика фасциальных дисторсий. Доктор Харрер называет три группы критериев, составляющих основу ФДМ-диагностики. Первый – язык тела, body language. Во втором пункте он объединил анамнез, судя по контексту, включающий вербальные жалобы и механизм травмы, и клиническое обследование, тестирование объема и качества движений. А в третий выделил отдельно пальпацию. Хотя пальпация, по сути, является частью клинического обследования, доктор Харрер особо и повсеместно акцентирует ее второстепенность. В частности, здесь он заявляет, что пальпация актуальна только для точной локализации трех фасциальных дисторсий, триггерного тяжа, грыжи триггерной точки и континуум дисторсий, но не для их качественной диагностики, которая определяется по первым двум пунктам, если перевод верен. Такая позиция относительно пальпации не соответствует ее значимости, описанной в публикациях доктора Типальдеса. Для начала в издании учебно-методического пособия 2002 года указывается, что изменения в тканях в заинтересованном регионе можно пропальпировать не только при присутствии в них патологии, определяемой в модели фасциальных дисторсий как триггерный тяж, грыжи триггерной точки или континуум дисторсия, но и напряжение самого поверхностного слоя фасции, то есть цилиндрическую дисторсию. Согласно же моему опыту, при тектонической фиксации определяется ограничение игры сустава и пальпируется сравнительная жесткость окружающих сустав мягких тканей. Есть возражения? Вижу, что нет. Далее, пожалуй, ключевой момент. В каждой своей печатной работе доктор Типальдес подробно описывает пальпаторные характеристики не только самих патологических субстратов фасциальных дисторсий, но и их метаморфозы в процессе лечения, которая для 5 типов фасциальных дисторсий из 6, всех кроме тектонической фиксации, в финале ощущается доктором как высвобождение ткани, релиз. Отмечу здесь, что доктор Типальдес указывает абсолютно воспроизводимую корреляцию между тем, что чувствует во время релиза врач, и изменением интенсивности и окраски соматических ощущений у пациентов в этот момент или с предсказуемой задержкой. К слову, замечу, что в одном из немногочисленных доступных фрагментов книги Кескетана КФДМО «Stay in the Model», том 1, и в описании темы его доклада на Третьем международном ФДМ-конгрессе на Гавайях 2007 года, опубликованном на сайте Азиатской ФДМ-ассоциации, пальпаторные данные не рассматриваются Кескетана КФДМО как второстепенные. Исходя из всего вышесказанного, возникает закономерный вопрос. Почему доктор Георг Харрер маргинализирует пальпацию? Точно я, конечно, не знаю. Встретите его, спросите. Вместо ответа, который видится мне очевидным, я задам наводящий вопрос, ответ на который вы можете найти сами. Не придумать, не прочитать в рекламном объявлении коммерческих курсов, а получить в аккредитованных организациях, выпускники которых получают юридическое право вести терапевтическую деятельность. Обучают ли хиропрактов, физиотерапевтов, массажистов пальпаторной диагностике мягких тканей? И если вдруг да, обучают, то на каком уровне и с какой целью?